Правильное питание для женщин после 30. Вот уже который день я сижу у окошка, держа в руках чашку теплого имбирного чая, и смотрю, как за стеклом кружат первые снежинки, а внутри меня кружится совсем иное, тревожное, почти болезненное осознание того, что тело, которое еще вчера казалось мне верным и послушным слугой, сегодня вдруг заговорило на языке, который я не сразу сумела понять – язык боли. Усталости, внезапных вздутий, неожиданных скачков настроения и того самого зеркала, которое теперь смотрит на меня не с восхищением, а с легким, почти насмешливым недоумением. Мне 32 года, и я, как и тысячи женщин моего возраста, столкнулась с тем, что питание, которое еще 5 лет назад позволяло мне есть все подряд, от жареных пельменей до полуночных шоколадных тортиков, теперь отзывается в теле не радостью, а тяжестью, не энергией, а сонливостью, не легкостью, а отеками, словно мое тело вдруг решило перейти на новый режим работы. А я, как неопытный пилот, забыла переключить рычаги управления. Я не врач, не диетолог, не ученый, я просто женщина, которая однажды проснулась и поняла, что если не начать слушать свое тело сейчас, то потом, возможно, будет поздно. Не потому, что оно сломается. Нет, оно просто перестанет отвечать на мои капризы, как перестает отвечать ребенок, которому слишком долго позволяли все. И тогда я стала читать, спрашивать, пробовать, ошибаться, снова пробовать. И вот что я узнала, что я почувствовала, что я осознала, и что, возможно, поможет и вам, если вы, как и я, однажды обнаружили, что ваше тело стало говорить с вами на новом, более строгом, но и более любящем языке. Первое, что я поняла, это то, что после 30 лет метаболизм не просто замедляется, он переходит на совершенно иной режим, словно автомобиль, который вдруг решает, что больше не будет ездить на высоких оборотах, а начнет экономить топливо, потому что знает, впереди долгий путь и растрачивать ресурсы попусту нельзя. Я помню, как в 25 лет я могла позволить себе съесть целую пиццу на ночь, а утром проснуться свежей, как роса, с плоским животом и ясной головой. Теперь же даже одна булочка с маком вызывает у меня чувство, будто я надела на себя мешок с песком, тяжесть, туман в голове, раздражение без причины. И дело тут не в том, что я стала слабее или ленивее. Дело в том, что мои гормоны, мои ферменты, мои клетки начали работать по-другому. И если я не подстроюсь под них, они просто перестанут меня слушаться. Я стала изучать, как именно меняется женское тело после 30, и обнаружила, что снижение уровня эстрогена, замедление выработки коллагена, ухудшение усвоения некоторых витаминов – это не приговор, а сигнал, что пора пересмотреть свой рацион не как наказание, а как заботу, как ласку, как долгожданную встречу со своим истинным «я». Я перестала винить себя за лишние килограммы, за целлюлит, за усталость. Я стала благодарить свое тело за то, что оно терпело меня столько лет, и теперь, наконец, я готова терпеть его, слушать его, уважать его. Второе открытие, которое перевернуло мое представление о еде, это то, что правильное питание после 30 не имеет ничего общего с диетами, которые мы привыкли видеть в глянцевых журналах. Никаких жестких ограничений, никаких запретов на любимые продукты, никаких мучительных подсчетов калорий. Все это работает только до определенного возраста, а потом тело начинает бунтовать, как подросток, которому слишком долго говорили «нельзя». Я попробовала одну из таких диет, та, где нужно было есть только протеины и зелень, отказавшись от углеводов, и через 2 недели почувствовала себя так, будто меня выжили, как тряпку, а потом бросили в угол. Голова болела, настроение было на нуле, а вечером я съела полбатона хлеба с маслом и заплакала от чувства вины. Потом я поняла, проблема не в хлебе, проблема в том, что я пыталась насильно впихнуть свое тело в рамки, которые ему не подходят. После 30 важно не убирать продукты, а учиться их сочетать, не голодать, а насыщать, не ограничивать, а направлять. Я стала есть углеводы, но не после 6, а до обеда. Я перестала бояться жиров, но научилась выбирать правильные – авокадо, орехи, оливковое масло. Я отказалась от сахара, но не полностью, а заменила его медом, финиками, бананами. И знаете, что самое удивительное? Я не похудела на 20 килограммов за месяц, зато я почувствовала, как возвращается энергия, как улучшается сон, как кожа становится мягче, а настроение ровнее. Я перестала быть врагом своему телу, и оно ответило мне тем же.
Третий момент, который я осознала с болью и стыдом, это то, как сильно мы, женщины, привыкли игнорировать сигналы своего тела, заглушая их кофе, сладостями, сериалами, работой, заботой о других. Я помню, как часто я пропускала завтрак, потому что некогда, как ела на Бибу, стоя у кухонной стойки, как ужинала фастфудом, потому что слишком устала готовить. Я думала, что экономлю время, а на самом деле я крала у себя здоровье, силы, красоту. После 30 тело перестает терпеть такое отношение. Оно начинает напоминать о себе болями в желудке, прыщами на лице, ломкими ногтями, выпадающими волосами. Я стала вести дневник питания не для того, чтобы контролировать, а чтобы понимать. Я записывала, что ела, во сколько, как себя чувствовала после, и через месяц у меня сложилась четкая картина. Например, я поняла, что молочные продукты вызывают у меня вздутие, хотя раньше я обожала сыр и йогурт, что кофе после обеда не дает мне уснуть ночью, что сладости вечером превращают меня в раздраженную фурию. Я не стала полностью отказываться от всего, что мне не нравилось, я просто стала заменять. Вместо коровьего молока – миндальное, вместо кофе после обеда – травяной чай, вместо конфет – сушеные финики с орехами. И знаете, что удивительно, я не чувствовала себя обделенной, наоборот, я почувствовала, как будто впервые за много лет я стала уважать себя, свое время, свое тело. Четвертый аспект, о котором мало кто говорит, но который для меня стал настоящим откровением – это связь питания и эмоций. После 30 мы перестаем быть просто потребляющими пищу. Мы становимся проводниками, которые через еду выражают свои страхи, обиды, радости, потери. Я заметила, что в стрессовые периоды я начинаю тянуться к сладкому. Не потому что голодна, а потому что хочу утешения, как ребенок, который ищет мамины объятия. Я не осуждала себя за это, я просто стала замечать, а что именно я чувствую, когда тянусь за шоколадкой. Чаще всего это было чувство одиночества, усталости, непонимания. И тогда я стала заменять шоколад не на здоровые батончики, а на разговор с подругой, на прогулку в парке, на горячую ванну с солью, на запись в дневнике. Я научилась различать голод физический и голод эмоциональный, и это изменило мою жизнь. Я перестала есть от скуки, от тревоги, от обиды. Я стала есть от благодарности, от радости, от любви к себе. И знаете, что самое интересное? Чем больше я уважала свои эмоции, тем меньше мне хотелось заедать их. Еда перестала быть утешителем, она стала союзником, другом, помощником. Пятый элемент, который я ввела в свою жизнь и который, возможно, звучит банально, но работает как волшебство – это ритуалы. После 30 важно не просто есть правильно, важно есть с осознанностью, с благодарностью, с удовольствием. Я стала сервировать себе даже самый простой завтрак. Красивая тарелка, салфетка, свеча, тишина. Я перестала есть перед телевизором, за компьютером, в телефоне. Я садилась за стол, как будто приглашала на свидание саму себя. Я стала есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек, чувствуя вкус, текстуру, аромат. Я перестала торопиться, даже если времени в обрез. Я находила 5 минут, чтобы поесть без спешки. И знаете, что произошло? Я стала наедаться меньшим количеством еды, потому что мозг успевал получить сигнал о сытости. Я перестала переедать, потому что еда перестала быть фоном, она стала событием. Я стала получать удовольствие от процесса, а не только от результата. И это, пожалуй, самое важное. После 30 еда должна приносить радость, а не чувство вины, не стресс, не обязанность. Шестое, о чем я хочу рассказать, это ошибка, которую я совершала долгое время и которую совершают многие женщины. Я пыталась есть, как все, ориентируясь на чужие советы, чужие примеры, чужие результаты. Я читала блоги, смотрела видео, покупала книги, где авторы уверяли, что их метод единственно правильный. И я, как послушная ученица, следовала им, забывая спросить себя, а подходит ли это мне? Подходит ли моему телу, моему образу жизни, моим гормонам, моим предпочтениям? Я пробовала веганство и чуть не упала в обморок от слабости. Я пробовала кето, и через неделю у меня началась бессонница. Я пробовала интервальное голодание и стала раздражительной, как голодный медведь. И тогда я поняла, нет универсального рецепта.
Каждое тело уникально, как отпечаток пальца, как почерк, как голос. И только я сама могу понять, что подходит именно мне. Я стала экспериментировать не ради результата, а ради понимания. Я пробовала разные продукты, разные режимы, разные сочетания и постепенно выстроила свой собственный, идеальный для меня рацион, не идеальный по меркам журналов, а идеальный по меркам моего тела. И знаете, что самое прекрасное? Когда я перестала сравнивать себя с другими, я стала видеть свои собственные изменения, свои собственные победы, свои собственные маленькие чудеса. 7-й момент, который я считаю ключевым, это вода. Да, я знаю, вы слышали это миллион раз. Пейте больше воды. Но после 30 это перестает быть просто советом. Это становится необходимостью, жизненной потребностью, как воздух. Я раньше пила воду только когда хотела пить, а хотела я пить редко, потому что путала жажду с голодом, с усталостью, со скукой. Я стала пить воду с утра, еще до кофе, стакан теплой воды с лимоном. Я купила себе красивую бутылку, которую всегда держала рядом, на работе, дома, в сумке. Я стала замечать, что когда я пью достаточно воды, у меня не болит голова, не отекают ноги, не сохнет кожа, не хочется сладкого. Вода – это не просто жидкость, это очищение, это обновление, это внутренний душ, который смывает все лишнее – токсины, шлаки, страхи, сомнения. Я перестала пить газировку, соки, сладкие чаи. Я пью воду, иногда с добавлением лимона, огурца, мяты, ягод. И это стало моим маленьким ритуалом, моей ежедневной медитацией, моей благодарности своему телу. 8-й аспект – это жиры. Да, вы не ослышались, жиры. После 30 мы перестаем бояться жиров. Мы начинаем их любить, потому что именно они становятся нашими союзниками в борьбе за молодость, энергию, красоту. Я раньше думала, что если я ем авокадо, орехи, оливковое масло, то немедленно поправлюсь. Но на самом деле именно эти жиры помогают нашему телу усваивать витамины, поддерживать гормональный баланс, сохранять эластичность кожи, упругость волос, блеск глаз. Я стала добавлять в салаты ложку льняного масла, в овсянку, горсть орехов, смузи, половинку авокадо. И через месяц я увидела, как изменилась моя кожа. Она стала мягче, ровнее, светлее. Я перестала бояться жиров. Я стала выбирать правильные. И это изменило все. 9-й элемент – это клетчатка. После 30 наше пищеварение замедляется. И если мы не поможем ему, оно начнет бунтовать. Вздутием, запорами, тяжестью. Я стала есть больше овощей, не просто в виде салатов, а в виде тушеных, запеченных, приготовленных в пароварке. Я добавила в рацион отруби, семена чиа, льняное семя, гречку, киноа. И знаете, что произошло? Мой живот перестал быть надутым, как шар, я перестала чувствовать тяжесть после еды. У меня улучшилось настроение, потому что кишечник – это наш второй мозг, и когда он счастлив, счастливы и мы. Я перестала есть белый хлеб, белый рис, белую пшеницу. Я перешла на помолость цельного зерна, на пророщенный, на грубого помола. И это дало мне не только легкость, но и стабильность. Я перестала испытывать рост сахара, приступы голода, раздражения. 10-й, пожалуй, самый важный момент – это любовь. Да, именно любовь. После 30 питание перестает быть вопросом внешности. Оно становится вопросом любви к себе. Я перестала есть, чтобы быть красивой для кого-то. Я стала есть, чтобы быть здоровой, сильной, энергичной, счастливой для себя. Я перестала взвешиваться каждый день. Я стала оценивать себя по тому, как я себя чувствую, легко ли мне дышать, радостно ли мне просыпаться, хочется ли мне двигаться, творить, любить. Я перестала считать еду врагом. Я стала считать ее даром, возможностью, чудом. И когда я стала относиться к себе с любовью, мое тело ответило мне тем же. Оно стало мягче, но не слабее, стройнее, но не худее, красивее, но не искусственнее. Оно стало моим товарищем, а не противником. И теперь, когда я сижу у окошка, держа в руках чашку теплого чая, я не думаю о том, что я должна съесть, чтобы похудеть, или что я не должна есть, чтобы не поправиться. Я думаю о том, как я благодарна своему телу за то, что оно со мной, как я люблю его за то, что оно терпит мои ошибки, как я уважаю его за то, что оно учит меня быть лучше. Я не идеальна, я иногда ем то, что не надо, я иногда пропускаю прием пищи, я иногда забываю выпить воду.
Но я больше не корю себя, я прощаю себя, я обнимаю себя, я продолжаю учиться. Потому что после 30 питания – это не диета, не режим, не обязанность. Это любовь и забота. Это жизнь. И если вы, слушая это, чувствуете, что ваше тело тоже начало говорить с вами на новом языке, не игнорируйте его. Не бойтесь его. Не вините себя. Просто начните слушать. Начните с малого, с 1 стакана воды утром, с 1 тарелки овощей в день, с 5 минут тишины за едой. Не стремитесь к идеалу, стремитесь к гармонии. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя с собой вчерашней. Не ждите чуда, творите его сами, каждый день, каждым кусочком, каждой мыслью, каждым глотком. Ваше тело – это не машина, которую нужно заправлять топливом. Это храм, который нужно украшать, очищать, благословлять. И чем раньше вы начнете относиться к нему с любовью, тем дольше оно будет служить вам верой и правдой, даря вам не только красоту, но и радость, не только здоровье, но и смысл. Начните сегодня делать это. Не завтра, не с понедельника, не после праздников. Прямо сейчас возьмите стакан, налейте в него чистой воды, поднесите к губам, сделайте глоток и поблагодарите свое тело за то, что оно с вами. Это первый шаг. А дальше только вперед, с любовью, с уважением, с благодарностью. Потому что вы этого достойны. Потому что ваше тело этого достойно. Потому что жизнь этого достойна. Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.